Все величие крымской природы можно наблюдать в городе Бахчисарае. Этот атмосферный небольшой городок расположен в предгорьях на склоне внутренней гряды Крымских гор, в лесостепной местности, в долине притока Качи, реки Чорюксу. Бахчисарай – бывшая столица Крымского ханства и Крымской Народной Республики. Название переводится с крымско-татарского как «дворец-сад». Город просто заставлен памятниками архитектуры и царскими палатами. Здесь невероятно чистые улочки и роскошные пейзажи. Особое внимание заслуживает уникальное место – парк миниатюр. Здесь можно увидеть миниатюрные копии достопримечательностей Крыма в масштабе 1 к 25. В парке представлено более 70 макетов дворцов, замков, храмов, музеев и других объектов из разных городов и поселков Крыма. Парк был открыт в 2013 году и занимает территорию 2,5 гектара. За короткий период прогулки по парку туристы увидят много самых прекрасных мест: Ялта, Алушта, Севастополь, Бахчисарай, Симферополь, Евпатория и множество других исторических крымских городов. Многие гости после обзорной экскурсии в миниатюре решают, что нужно посетить в обязательном порядке. В каждой миниатюре можно увидеть самую мелкую деталь архитектурного произведения. В музейных экспонатах открываются все тонкости этих удивительных мест. Некоторые миниатюры оборудованы световым сопровождением, в точности передающим настроению и атмосферу этих достопримечательностей. Посетители могут узнать много интересных фактов об этих объектах от профессиональных гидов или аудиогидов. Кроме того, в парке есть зоопарк с экзотическими животными, парк аттракционов для детей и взрослых, скалодром для любителей альпинизма, детские площадки и мультипарк со скульптурами героев популярных мультфильмов. Некоторые животные и птицы могут свободно передвигаться по территории парка. Животных можно кормить, но только купленным у сотрудников зоопарка кормом. При покупке корма вам объяснят, кого и чем можно кормить. В вечернее время на всех макетах включается красочная подсветка, создающая незабываемую атмосферу. Бахчисарайский парк миниатюр – это место, где можно провести целый день с удовольствием и пользой, познакомиться с историей и культурой Крыма, насладиться красотой природы и архитектуры, повеселиться и расслабиться.
Он был основан в 1532 году как столица Крымского ханства. Хотя поселения в его окрестностях существовали еще раньше. Так, во время Золотой Орды, недалеко от современного Бахчисарая, находился пещерный город Кырк-Ер, ныне Чифут-Кале, а у его подножия поселение Салачик. Именно Салачик был выбран крымскими ханами в качестве первой столицы своего государства. В начале 15 века на Крымском полуострове возникла династия Гиреев, которая укрепилась с помощью литовско-русского великого князя Витовта и была сначала вассалом Литвы. Резиденцией этой династии стала крепость Кырк-Ер, а позже Бахчисарай. Первым ханом этой династии был Хаджи Гирей, который, кстати, участвовал в съезде европейских монархов в Луцке в 1429 году, где обсуждались планы совместного похода христианской Европы на турков. С конца 1460-х годов Крымское ханство, которое было сначала защитником покоя русских земель на юге, попало под власть Османской империи, и с тех пор отношения между Литовским княжеством и Крымом кардинально изменились. Во времена вассальной зависимости Крымского ханства от Османской империи в Бахчисарае существовал крупный невольничий рынок, где работорговцы приобретали взятых в ходе набегов на русские государства и Великое княжество Литовское пленных. В середине 17 века Бахчисарай состоял из 2000 домов, став одним из крупнейших городов Крыма. Примерно треть из этих домов принадлежали грекам. В 1736 году столица Крымского ханства была сожжена русской армией под командованием графа Христофора Миниха. Сохранившиеся до сегодняшнего дня постройки ханского дворца были сооружены в ходе восстановления города в 1740-1750-е годы. В 1794 году, через 11 лет после присоединения Крыма к Российской империи, в Бахчисарае было 5 мельниц, 20 пекарен, 13 кожевенных мастерских, 6 кузнец, портняжные, башмачные и оружейные мастерские, 2 винных ряда, грузинский и молдавский, в том месте, где позже был построен летний кинотеатр «Родина», многочисленные торговые дома и лавки, 17 караван-сараев для приезжих. В годы Крымской войны Бахчисарай оказался в центре военных событий. Неподалеку от города, на реке Альма, 8 сентября 1854 года произошло первое сражение, в котором русские войска под командованием Меньшикова потерпели поражение. Во время обороны Севастополя город принимал обозы с провиантом, снаряжением и ранеными. Ханский дворец и Успенский монастырь превратились в госпитали. На протяжении 19-го, начала 20 века город был центром культуры и общественной жизни крымских татар. В 1941-1942 годах Бахчисарай и окрестности города активно использовались гитлеровцами в качестве плацдарма для атак на Севастополь. Говорят, где-то здесь они пытались разместить гигантское артиллерийское орудие Дора, пользуясь тем фактом, что Бахчисарай – это важнейший железнодорожный узел. Он был освобожден в 1944 году. Современный Бахчисарай – провинциальный город с богатой историей,
который является центром крымско-татарской культуры.